Всем привет, друзья! Захотелось мне приготовить что-то такое поперек диеты, как говорится. Решила сделать пустышки. Ну, не пресные, а такие, знаете, чуть подслащенные. Вот здесь у меня уже опара. Это молоко теплое, смешанное с водой. Добавила сюда дрожжи, немножко сахара и немножко муки. И посмотрите, как подошла опара через 20 минут. Сейчас добавлю сюда еще сахара, потому что, как сказала, хочу подслащенные пышечки. Конечно, соли. 1 столовую ложечку майонеза. И начну просеивать муку, чтобы получилось такое, знаете, мягкое тесто. Не сильно крутое, но такое, чтобы можно было его раскатать. Рецепт, как всегда, вам оставлю под видео. Обязательно посмотрите и обратите внимание на это тесто. Вот и почти что все. Добавляем сюда растительное масло. Хорошенько вымешиваем. Все остаточки теста собираю со дна. Вот и все, друзья. Теперь оставлю тесто в теплом месте. Дам ему... Тесто такое, знаете, липкое, но ничего страшного. Лучше пусть оно будет мягким, чем слишком, знаете, слишком твердым. Вот эта рука у меня, видите, не в масле, ни в чем. Видите, как к этой руке липнет, потому что здесь еще остатки теста, а здесь уже нет. Вот так. Сейчас я тесто, друзья, накрою. И оставлю его в теплом месте подходить вдвое. Ну, примерно, я думаю, 1,5-2 часа. Зависит от температуры вашей кухни. Я ставлю обычно в духовку, потому что у меня двери нараспашку всегда. Вот, поэтому сквозняк. Вот, поэтому сейчас накрою и поставлю в духовку. Не нагретую, ничего, просто подальше от сквозняка. Ну вот, друзья, посмотрите, какое получилось тесто. Отлично. Посмотрите, друзья. Шикарное тесто. Посмотрите, как поднялось. Итак, теперь приступим. Сейчас выложу тесто на стол и раскатаем. Начнем делать пышечки. Так, друзья, раскатываем тесто примерно толщиной, ну, не знаю сколько, 5 миллиметров, 5-7 миллиметров, может быть. Слегка припудриваем тесто, чтобы оно просто не липло. Припудриваем мукой, я имею в виду. Тесто мягкое, именно поэтому оно липнет к рукам. Вот так, друзья, раскатываю тесто толщиной примерно, ну, не знаю сколько, 7 миллиметров, максимум 1 сантиметр, чтобы не очень толстые были пышечки, потому что они еще поднимутся. Ну, как бы легче их обжаривать, когда они такие, знаете, не очень толстые. Вот так. Масло у меня разогревается на среднем огне, так, чтобы оно, знаете, не брызгало. И теперь вырезаем из теста кружочки любого диаметра. Я вырезаю, так, сколько у меня тут диаметр? 68 миллиметров, чтобы их было удобней есть. Тесто необыкновенное, друзья, пышное, нежное, прям прелесть.
остатки теста мы с вами опять раскатаем. Отлично оно режется. Слушайте, просто прелесть. Вот так. Теперь вот эти остаточки соберем. Прям липкое-липкое тесто. Ну, оно сейчас, знаете как, чем чаще его обвариваешь в муке, тем оно меньше потом липнет. В ту же миску положу и накрою. Ну вот, друзья, масло я разогреваю вот в такой глубокой сковороде. Здесь у меня блюдо, положила бумажное полотенце. Буду выкладывать на бумажное полотенце и посыпать сахарной пудрой, поскольку пышечки сладкие. Проверим. Так, смотрите, чтобы пышечки свободно плавали. Переворачиваю вилкой их. И вот так вот буду обжаривать все пышечки до румяного цвета. Вот до такого. Вот эти слишком бледные, наверное. Вот так, друзья, жарим все до готовности. Перекладываю на бумагу. Так. Осторожно переворачивайте, друзья, чтобы не обжечься маслом, как некоторые. Убавила немножко огонь, просто чтобы это лучше контролировать процесс. Смотрите, чтобы они хорошо прожарились, иначе если оставите слишком светлыми, то они у вас внутри будут сырые. Также мы тоже не хотим, да? Сырые пончики. Или как их назвать? Булочки, пончики. Если добавить чуть-чуть ванилина, то будет вообще прям красота. Они, кстати, поднимаются пока вот эти. Знаете, те, которые вот я сейчас кладу, они немножко поднялись. Представляете? Тесто такое хорошее, быстро поднимается. А посуды мне не хватает. Надо еще одну тарелочку достать. Очень много получается. Прям хватит на всех. Это точно. Вот, смотрите, друзья. Первая порция. Так, да, вторая сейчас пойдет уже. Ой. Ну что, друзья, смотрите, сколько получилось. Это не учитывая того, что уже похватали. Вот так они выглядят в середине. Классные, хрустящие. На вкус просто супер. К чаю самое то. Прелесть, прелесть. Вкуснятина. Всем пока. Посмотрите, друзья, это все, что осталось. И вот такие они внутри.
аппетитного! Вот. Пышные, нежные, просто вкуснющие. Классные получились.